Дастан Салим, мы записываем это интервью в один из твоих последних дней в Кайрате. Какое у тебя сейчас настроение? Осознаешь ли ты до конца, что вот-вот уже покинешь родной клуб? Всем салам алейкум. Сейчас довольно смешные эмоции. Не могу описать до конца то, что я чувствую. Понятно то, что есть и волнение, и радость в том, что иду на новый этап своей карьеры. В целом я готов и просто вот жду отъезда и доигрываю свои последние игры вот за Кайрат. И рад, и немного грустно, то, что, можно сказать, больше своей жизни я провел в этом клубе, который дал мне абсолютно все, чтобы я попал в европейский клуб, а дальше уже дело за мной. Давай вернемся в самое начало. Как ты вообще попал в футбол? Во дворе я, наверное, как и обычные футболисты, просто каждый раз играл с пацанами. И каждый раз, когда ко мне Аташка приезжал в гости, он всегда смотрел, как я играю. Получается, увидел во мне, наверное, потенциал, не знаю, или увидел, как я бегаю желанием за мячом, и предложил родителям отдать меня на футбол. Сначала родители думали, надо ли это, не надо, но Аташка все-таки настаивал. И вот получилось так, то, что он меня записал сам же в академию. Я приехал, прошел отбор, и потом уже вот так я закрепился в академии. А насколько хорошо помнишь свой самый первый день в академии? Я помню прямо этот момент. Достаточно быстро пролетело время, если честно. Несмотря на то, что я молодой все еще, но все равно очень быстро пролетело время. Пришел с родителями, меня, получается, отвел тренер на поле. У нас в манеже был тогда просмотр. Просто пацаны играли в футбол, и тренера просто в центре поля стояли и смотрели, кто как играет. Я помню, я прошел по коридору, который ведет в манеж, зашел туда, там играли пацаны, мы поделились на команды и начал играть. Просто я играл абсолютно на всех позициях, от вратаря до нападающего. Потом Русланжан Раймбакиев, Курбатаевич, подошел ко мне после матча, спросил мое имя, фамилия, где я живу. И потом, после тренировки, получается, после этих игр, он подошел к моим родителям и сказал то, что на следующей неделе мы ждем его на тренировку. Каким ты был, будучи ребенком в футболе, когда ты начинал? Вспомни себя, какой у тебя был характер, может быть? На тот момент я был достаточно спокойным, просто, наверное. Если не получалось забивать, была некая такая вспыльчивость. А так в целом, в плане футбола я был спокойным, но когда начиналась игра, становился, наверное, агрессивным, чтобы забрать мяч или забить гол. Помимо того, что ты играл в футбол во дворе, ты наверняка смотрел где-то по телевизору, может быть, начинал смотреть. Как ты вообще начал увлекаться футболом именно в плане европейского футбола? Скажу честно, вообще в детстве я не особо любил смотреть футбольные матчи, мне нравилось просто играть. И я не знаю, как так получилось, но просто с детства, всегда, когда я даже маленьким был, просто мне давали мяч, я просто бегал с ним. И вот так как-то, не знаю, как-то далось, даже не знаю, как описать. Вот ты подчеркнул Русланжана Курбатаевича. Помимо него и включая него, кто в академии первым поверил в тебя? Твое ощущение? Я думаю, каждый тренер, кто со мной работал, дали частичку себя, свой опыт, свои знания, поэтому каждому из них я очень сильно благодарен. Поэтому выделить одного я не могу. Дали абсолютно все тренера свои знания. А он в костюме, да? Что ты спишь? Желаю укусить, желаю.
что вообще Академия футбольного клуба «Кайрат» дала тебе не только как футболисту, но как человеку? Абсолютно все они мне дали. То, как нужно себя вести на поле, за полем, то, как нужно относиться в быту. Если в быту у тебя все отлично, дисциплина, все в порядке, на поле у тебя будет все то же самое, потому что то, как ты ведешь себя за полем, будет это сказываться и на поле. Давай перейдем теперь к моменту как раз-таки перехода в «Кайрат Жастар», свои первые матчи. Какие у тебя были эмоции, когда ты узнал, что вот в первую лигу тебя уже заявили, и ты на матче? Что тогда чувствовал? Я помню то, что зашло несколько молодых ребят в «Кайрат Жастар». И вот один мой близкий хороший друг, Даня Ташпулатов, мы с ним остались. И день матча, получается, и нам объявляют то, что мы будем играть в основном составе как лимитчики. А на тот момент был 6-й год, которые были лимитчиками, но мы с Даниаром 2007 и 2008 года. Для меня это было волнительно, все-таки первый матч, и я понимал то, что это уже будет не как в детском футболе, там надо будет быстрее думать, принимать решения, в 2 раза больше бегать. Но думаю, то, что первый свой дебютный матч я отыграл достаточно неплохо. 76-шы Дастан Сатпаев және 17-ші Сейф Попов ортада шабуыл шебінде өнер көрсетеді. Команданың бас бапкері Александр Арефьев. Ал олардың қарсыластары Алтай командасы бүгін мынадай құрамда. Ты часто участвовал в международных турнирах, в том числе часто летал в Россию, в Санкт-Петербург на турнирах. Вот тоже недавно только пересматривал эти турниры. Что помнишь об этих турнирах, о том, как вы участвовали там, с какими командами играли? Ты также и там признавался лучшим игроком. Что можешь вспомнить? Да, все турниры, которые были в Санкт-Петербурге, для меня тоже незабываемы. Были очень яркие, потому что мы с командой ни разу из тройки лучших команд мы не уходили. Мы всегда занимали либо первые, либо вторые места. Всегда была рубка у нас с «Зенитом» и с «Цервеной звездой». Всегда любили этих соперников. Уже все друг друга хорошо знаем. Вот. Очень запомнились эти турниры, ярко. Дали нам тоже международный опыт. В общем, очень запомнились турниры, а также в Швейцарии тоже мы ездили, когда это тоже был очень такой для нас большой ответственный турнир. Когда нам объявили этот турнир, мы вообще все загорелись и начали за 2 месяца прям готовиться, уже все, получается, настрой словили. И, пацаны поняли то, что мы туда едем не просто так, а показать вообще то, что, в Казахстане футбол есть. И что нам и удалось сделать, заняли первое место, где были команды такие, как Бенфика, ПСЖ и Марсель. Вот, как раз-таки перейдем к турниру Хельветия Кап, и ты играл с такими командами. Каково чувствовалось сопротивление даже в сравнении с чемпионатом Казахстана, когда вы там играли? Как вспоминаешь эти матчи? В принципе, я думаю, что именно на юношеском уровне особо это не сказывается, но все равно видно то, что ребята, они технически более оснащенные, физически тоже они одаренные, потому что и афроамериканцы там играют, и люди, у которых хорошее футбольное мышление. Но мы показали, думаю, сплоченность команды и дух, свой характер. За счет этого, я думаю, мы их обыграли, но с ними было довольно тяжело. Чувствовали ли вы на этом турнире, находясь, что за вами наблюдают скауты европейских клубов? Ведь уже не секрет, да, что скауты Челси в том числе следили за тобой на этом турнире, и в том числе там тебя, можно сказать, заметили. Конечно, я думаю, каждый из футболистов понимал то, что именно на таком турнире, где такие команды, можно и уехать именно в европейские клубы, то есть открыть себе новый путь. Я думаю, каждый из футболистов это понимал, и, наверное, на этом фоне, на этом кураже, я думаю, поэтому и нам удалось выиграть и занять первое место. Теперь плавно вернемся в тот же 2024 год, это «Кайрат Жастар». Ты говоришь, что было тяжело перейти, может быть, в первых матчах не получалось забить, да, что легко получалось в QJ League. Твой первый гол Таразу на выезде, как помнишь ту игру, вообще какие эмоции были, когда забил, и это гол для тебя победным, да, стал для команды, для «Кайрат Жастар? Да, я помню этот матч тоже. Меня выпустили в конце матча.
Просто счет был 0-0, оставалось 10 минут, меня выпустили и просто сказали побольше бей. Получается, вышел на замену, идет игра, и я принимаю мяч и вижу, никто не встречает. Решил попробовать ударить, забиваю победный гол. Очень был рад, то что спустя 5 матчей я забил свой первый гол, и это мне дало такое облегчение и уверенность. Очень был рад этому голу, и пацаны прям все поздравили. И тоже перед тем, как я выходил на замену, меня тоже все, получается, поддерживали, сказали, мы уверены, что ты сейчас забьешь, мы прям чувствуем. И как сказал, что это правда. Күтпеген соққа, ешкім ойлаған жоқ соққы жасайды деп. Еркебұлан Рахметулла гол жіберіп алды. Вернемся опять же в 2024 год. Как ты вспомни тот период, когда тебе сообщили, что ты будешь тренироваться впервые с основной командой, в первую команду тебя подняли, самую первую тренировку. Как ты об этом узнал? Я помню то, что я пришел после тренировки со своими подставами, которые, в юношеском когда футболе. Меня потому что варьировали всегда, то Кайрат, то QG Лига. Я помню, я пошел вечером домой, мне позвонил Руслан Раймакиев. Он говорит, завтра ты тренируешься с первой командой. Я сразу же пошел, рассказал родителям, потому что на тот момент, не особо выделяясь в Караджастаре, меня вызывают на тренировку в первой команде. Было очень волнительно, и я максимально настраивался на то, чтобы показать все то, что я могу, и остаться там. И все мы помним твой первый матч, твой дебют. Это Акжаик, 9-0, крупная победа. Ты тренировался на центральном стадионе, предыгровая тренировка была. Как вообще, когда ты узнал, что ты в заявке на матч, какие у тебя эмоции были, как помнишь те дни? Помню, я на тот момент жил с Яном Труфановым за день до матча. Он уже спал, а я долго не мог заснуть, потому что я понимал то, что есть шанс выйти, еще и на центральном стадионе, где, когда мы были совсем маленькими, мы мечтали играть, тренироваться на этом стадионе. Было очень волнительно, но я смог справиться с этим моментом, настроился именно в день матча. Я просто особо много об игре не думал, потому что мог перенастроиться. И вот за час, получается, когда мы выезжали уже на стадион, я просто смотрел хайлайты, тоже всякие видео на ютубе. То есть я прокручивал в голове свои игровые моменты, и это меня успокаивало. А здесь сразу же вопрос, а чьи хайлайты ты тогда смотрел или, может быть, сейчас смотришь? Какие именно моменты тебе нравятся? Вообще мне всегда нравилось смотреть игру именно Месси. Прям очень нравилось, как он двигается с мячом, потому что он достаточно низкий игрок именно по росту, и я такой же. И мне нравилось, как он поставляется, как он ведет мяч. Всегда он вылазит из-под 2 по 3 игроков, и я хотел играть так же, как он. И вот теперь вспомним сам момент, получается, матч идет, крупная победа. Как ты себя чувствовал на скамейке запасных, видя, что команда забивает 1, 2, 3, 4? Росло ли у тебя какое-то внутреннее ощущение, что, может быть, вот я сейчас выйду на поле? Да, когда после первого тайма был 5-0, я думал, может, мне дадут шанс и сыграть полностью второй тайм. Я настраивался на это и думал, если дадут так, тогда я точно должен забить 2-1 гол. Но уже идет 80-я минута, и только тогда мне говорят, переодевайся. Я иду, переодеваюсь, получается. На разминке у меня не было волнения. Вот перед моим выходом у меня вообще не было волнения. Как только я переодеваю футболку, у меня начинается волнение, ноги забиваются быстрее, и я не знаю вообще, что делать. Когда вышел на поле, мне сразу же именно наши игроки, которые были на поле, Заря, Георгий Заря, Офри Арат, они меня сразу же поддержали и сказали, играй свою игру, вот так же, как и ты играл в QG Лиге. Мы тебя поддержим. И сразу же после свистка, я, зашел после нашего забитого гола. Сразу после свистка мы забрали мяч, и они сразу начали давать его мне для уверенности. Я очень благодарен, потому что мне это действительно очень сильно помогло.
Мгм. И что ты чувствовал после игры? Какие у тебя чувства были? Кто тебя поздравлял с дебютом? Кто первый тебе написал, может быть, когда ты подошел к телефону? Абсолютно все меня поздравили, и пацаны, с которыми я играл, и пацаны, которые в основной команде, абсолютно все меня поздравили, поддержали, сказали дальше больше, через труд, через терпение, так зайдешь в основу и уже закрепишься, и будешь играть больше, забивать, вот. Мгм, здорово. Ну и вот после турнира Helvetia Cup ты, получается, доигрывал сезон уже за Кайрат Жастар, в том числе и в юношеской лиге УЕФА. Ты помнишь эти матчи на таком европейском уровне для тебя, это, можно сказать, первые, да, игры были за клуб. Что помнишь о тех играх и каково это было себя за родной клуб против таких соперников проявлять? Да, мы были очень сильно в таком предвкушении, потому что это хоть и юношеская, но это Лига Чемпионов. Мы понимали то, что это тоже очередной шанс заявить о себе. И играли первый раунд, потом мы прошли первый раунд, получается, второй раунд прошли, и третий раунд нам попался Реал Бетис, Испания. Мы были в шоке от такого соперника и были настроены на хороший матч. Вот именно в тот момент мы увидели, на самом деле, то, что нам есть куда расти, потому что команда очень была сильная, и они прям реально нам показали, к чему надо стремиться. Ну вот мы и плавно, в принципе, перешли к самой кульминации, да, к моменту, когда ты узнал об том, что тебя приглашает Челси на просмотр. Давай еще раз это вспомним. Как часто ты об этом вспоминаешь, во-первых, этот момент, эти дни, когда ты только впервые узнал о том, что сам Челси, как вот ты рассказывал историю, что ты даже не поверил, думал, там, может быть, какой-то другой там Челси, да, это или еще что-то. Давай вспомним еще раз этот момент. Ну да, получается, я приехал к Кайрату Саветовичу Боромбаеву в офис. Они уже с папой меня ждали. Я не понимал, какая меня информация вообще ждет. Они сказали, ты едешь на просмотр. Я спрашиваю, куда? Они говорят, в Челси. Я сначала не поверю. Они говорят, через 2 недели у тебя вылет. Готовься. Я сказал, хорошо. Первое время вообще, позже только родители знали. Я просто был в своих мыслях, и я не понимал, как это вообще возможно. Но при этом если это правда, значит, я в правильном направлении, и я начал работать еще больше. Готовиться, то есть, к просмотру. Вот, очень был сильно рад. Было волнение дикое, потому что, в Европу это все-таки просмотр. У меня не было никогда таких просмотров. Получается, Кайрат это мой первый и единственный клуб, в котором пока я играл. Просто спокойно готовился, с папой полетели, прошли просмотр. После игры там, получается, была игра контрольная. Удалось мне забить 3 гола. Потом меня директор Челси, получается, позвал к себе, показал основную базу после тренировки и сказал то, что теперь мы будем обсуждать с агентом, с твоим клубом по поводу перехода. Сказали то, что я им понравился, и то, что они готовы меня взять в свои руки и, получается, улучшать дальше. Здорово. А вот ты говоришь, что об этом знали только родители первое время, и никто в клубе больше не знал. Но при этом ты каждый день продолжал тренироваться в Кайрате. Что ты вообще чувствовал внутри? Не хотелось ли там, может быть, с близкими друзьями поделиться? Как ты в себе это держал, как ты это переживал? Мне очень хотелось сказать это пацанам, особенно, да, с кем я близко общаюсь. Но это, получается, эта информация держалась недолго, потому что в Инстаграм потом выложили то, что я улетаю в лондонский Челси, там вот все начали наши СМИ писать. И потом после спрашивают, это правда или нет. Я сказал, правда. Они тоже сначала не верили, но поздравили, были тоже рады, пожелали удачи. В общем, вот. Вспомни свои первые дни в Лондоне, когда ты только приземлился, вообще, каким ты его себе представлял, может быть, в детстве, да, какие-то видео смотрел, и как, когда ты приземлился, что на самом деле ощущалось, твои первые впечатления? Представления особого я о городе не имел никакого. Я лишь думал о том, что как я себя должен проявить, как я себя должен показывать и тренерам, и игрокам, с какой стороны вообще. Единственное, вот с целью я ехал туда просто попасть. Там город, не город, меня это абсолютно не волновало. Просто лишь закрепиться вообще зубами и остаться там, потому что все-таки это мечта детства, цель детства.
И вот, поэтому я туда ехал с таким, получается, с такой мотивацией. Что ты почувствовал, может быть, когда зашел вот именно в Академию Челси, когда ты на базе ходил и просто смотрел, может быть, что-то тебе приметилось, да? То есть сравнение с базой Кайрата, с инфраструктурой Кайрата, может быть, туда зашел и какие-то параллели увидел, что вот у нас так же, или наоборот, увидел то, чего здесь нет, и задумался, типа, вау, какие здесь крутые условия. Что тебя впечатлило? В целом, академии и базы, они, ну, плюс-минус одинаковые, просто, наверное, по масштабности у Челси больше, и полей намного больше. И меня просто лишь удивило то, что насколько много у них полей. И то, как относятся профессионально игроки к тренировкам и вообще к играм. И в целом к питанию вообще. Они очень дисциплинированы именно в этом плане. А как тебя приняли там ребята, сверстники, как быстро ты нашел с ними общий язык и вообще языковой барьер, насколько для тебя эта тема? Мы знаем, ты сейчас активно учишь английский язык, готовишься, но тогда, в тот момент, насколько для тебя это было проблемой или нет? Вообще до перехода Челси, именно до просмотра Челси, я просто изучал английский для себя, потому что все равно я в голове понимал, что цель у меня уехать за границу играть. Вот. Особо проблем не было, но все-таки, когда ты учишь английский именно с учителем, и когда ты в этой сфере, это немного другое, потому что акцент и вообще их речь отличается немного. Но особо сложностей не было, смог с этим справиться, пацаны тоже меня приняли, сразу же там, получается, пацаны меня приняли, познакомились с другими пацанами, и сразу же меня в свой круг взяли, и мы начали просто вот набивать мяч. Здорово. Сколько длился твой просмотр в Челси? И когда ты вернулся в Казахстан, то что чувствовал и что ожидал дальше? 2 недели он длился, получается, и я очень был в предвкушении и ждал, когда мне скажут ответ по поводу Челси, вообще будет ли контракт, взяли ли они меня, потому что там они сказали, что взяли, а ответ пока мне тут не давали официального. Вот, ждал, но потом я потренировался с пацанами, тут, получается, в Кайрате уже. Они все спрашивали, как прошло, я вроде говорю, нормально. Вот. Только самым близким я, получается, сказал, что я, забил, там, удовольствие забить 3 гола. Они были все радостные, в шоке, поздравили. И мы все вместе, получается, уже с этими пацанами ждали, когда уже скажут ответ. И потом в один из дней мне, получается, сказали что, взяли, контракт отправлен, просто осталось его рассмотреть. И в целом все. И параллельно с этим ты вернулся в Казахстан, наверняка отдохнул, или у тебя не было отдыха после этого? После просмотра Челси так получилось, что у меня там было 3-4 дня отдыха всего лишь. И потом я приступил уже к новому сезону, потому что в Казахстане у нас чуть по-другому сезон длится же. Вот, я приступил к новому сезону и уже с основной командой как раз таки. Вот. Для меня это был тоже новый этап. Приехав с Челси, получается, наверное, тренера, узнав информацию оттуда, они, наверное, дали мне шанс, поговорив с руководством, со всеми. И я тоже лишь с мыслями я шел туда, чтобы просто остаться там, набраться опыта, чтобы во взрослом футболе, чтобы набраться опыта. Ты полетел в Турцию с основной командой, Да. и уже находясь в Турции, то есть клубы Кайрат и Челси объявили о трансфере, и когда действительно это стало известно, насколько сильно разорвался твой телефон, насколько ты себя сам ощущал в этот момент, просто какие у тебя были впечатления в этот момент? Вообще эмоции такие, я думаю, их не передать, когда ты с таким грандом подписываешь. Это надо, по идее, ощутить. Телефон, да, было много уведомлений, все поздравляли, все писали. Но были те, кто не верил. Может, я даже сам первое время не верил, потому что я почти подписал контракт. Но потом со временем я понял, что все люди, все такие же одинаковые, и почему я не могу там играть. Первые сборы с основной командой ты прошел, затем уже стало известно, что тебя заявят за основную команду, и матч за Суперкубок Казахстана, твой дебют в матче с Актобе. Как помнишь эти ощущения именно
полноценный дебют, да, потому что Кубок Лиги все-таки это кубковый матч, там комфортный счет, а здесь, когда на кону трофей, принципиальный соперник, что сам чувствовал, Да. какая мотивация внутри у тебя была? Я помню тоже этот матч. В целом я почти все матчи помню, но да, это был такой официальный, можно сказать, тяжелый матч с принципиальным соперником. Выигрывали мы 1-0. Но мы играли в меньшинстве, и меня выпускают. Сказали просто постарайся выполнить объем, помочь. И получается, когда я вышел, мы забили второй гол. И уже игра, получается, стала намного легче. И удалось за 20 минут исполнить 3 удара и несколько обводок. Единственное, я был этому рад, то что постепенно я чувствовал уверенность и уже ставил, получается, свою игру именно в основной команде. И был рад, то, что самая главная команда выиграла. И я смог ей помочь в этом. Следующая же игра, тот же стадион Астана-Арена. Да. Считай, приезжаешь, случилась травма Элдера Сантаны, ты выходишь на замену, забиваешь гол 1-1. В первом же матче Премьер-лиги забиваешь гол, очень важный, который в итоге сказывается на всем сезоне. Что чувствуешь в тот момент просто? Это было очень неожиданно, потому что Сантана получил травму, получается, а я не размятый. Я просто сидел, мы ждали, пока Элдер даст ответ, и потом говорят, он не может продолжить. Тренер смотрит, Урсбахтин Рафаэль Радикович, смотрит на замену, и он говорит, Дос, одевайся. И со мной пацаны молодые тоже наши сидят. Они тоже меня поддерживают, говорят, давай, у тебя все получится, значит, типа, это твой шанс. Я быстро оделся, играл матч, получилось забить гол. Достаточно, да, важный гол для команды. Был очень сильно рад. Хотелось, конечно, выиграть этот матч, потому что Астана тоже это был наш прямой конкурент. Вот, но ничья это тоже все-таки результат, и был очень честно рад, то, что у меня так получилось воспользоваться шансом. Және Сатпаевта мүмкіндік! Дастан Сатпаев есеп теңесті. 1-1, міне, мүмкіндікті жібермеді Дастан. Как он убежал, как он оторвался, как он изящно пробил. Мухамеджан Сисен не был готов к этому удару. Ну и дальше давай перепрыгнем. В целом весна, получалось забивать, получалось давать голевые передачи, приносить пользу команде. Вспоминаем, конечно, твой гол в ворота Актубе, решающий. В целом тот весенний отрезок, как для себя вспомнишь? Да, помню, в тот отрезок я, наверное, был на кураже, что ли, или... Ну, у меня получалось практически все. И обводки, и забивал, и отдавал. Я чувствовал уверенность и поддержку команды. Очень нравился этот период. И он остался тоже в воспоминаниях с очень хорошими положительными эмоциями. Матч с Актубе, да, это тоже был просто, наверное, один из самых запоминающих матчей за Кайрат. Потому что мы играли опять-таки в меньшинстве, проигрывали 1-0. Арат налево. Дастан Сатпаев. Какой гол! И вырвали победу 2-1. Удалили тренера нашего. Очень было классно забить и обыграть их. Ты забил один раз, гол отменили, к сожалению. Ты забиваешь второй раз и на эмоциях очень ярко празднуешь. Сам что помнишь, это как на ходу у тебя случилось? На ходу принял решение так отпраздновать? Вообще, да, у меня на ходу. Обычно я, довольно скромно я праздную, может, какими-то жестами. Но именно в тот момент, потому что я ждал этот матч. Очень принципиальный соперник. Стадион, атмосфера бешеная. И просто я как-то на автомате снял футболку и отпраздновал. А внутри после игры, когда уже понял, эмоции остыли, сам что чувствовал после этого? Нет, в принципе, мне понравилось, как это выглядело. Нормально. И теперь вопрос про жеребьевку. Это видео нашумевшее, да, где ребята реагируют на команды, выпадает Реал Мадрид. Какие у тебя тогда эмоции были? И также, помимо этого, наверняка люди догадываются, что ты ждал какую-то другую команду, у тебя, может быть, свои предпочтения были.
И что ты чувствовал вообще во время жеребьевки? Какие у тебя эмоции были? Кому ты писал во время жеребьевки? Потому что видно было, что ты с кем-то переживаешь, общаешься. Если не секрет, поделись. Да, опять-таки мы ждали жеребьевку, потому что там команды, которые мы, получается, просто смотрим по телевизору. И понимая то, что мы с ними будем играть, не до конца верилось. Очень был сильно рад, и я понимал то, что Реал Мадрид — это такой клуб. И те моменты, которые мы не забиваем в Казахстане или еще где-то, именно в этом матче мы должны забивать. Но так получилось, то, что все-таки, как бы мы ни старались, все-таки у них за спиной очень большой опыт, большой класс футболистов, и не смогли мы их обыграть. Был очень рад, что нам также попался Арсенал, Интер, и сыграли с этими гранд-клубами, тоже очень запомнились эти матчи, и все-таки получили такой свой своеобразный опыт. Первая игра в группе — это Спортинг, Португалия. Там играл твой будущий одноклубник Кенда. Общались ли вы до игры, во время игры, после игры? И вообще, какие у тебя эмоции и воспоминания об этой игре? Мы с ним, получается, пересеклись только после первого тайма и после игры, обменялись футболками и просто спросили, вообще, когда мы будем присоединяться к этому клубу. Потому что, насколько я знал, он с 2007 года, я думал, он раньше приступит к тренировкам в Челси. Чем запомнился матч? То, что дебют в основной Лиге Чемпионов. Атмосфера тоже была невероятная. И, наверное, мне этот матч запомнился, то, что я мог стать самым молодым автором гола Лиги Чемпионов. Может, это мне помешало именно в тот день, потому что я думал о голе забить, чтобы войти в историю. Были моменты, я помню, и эти моменты я должен был забивать. Они достаточно стопроцентные были. Но не удалось. И пришлось работать дальше. И дальше, наверное, была безумная неделя ожидания. Реал Мадрид в Алматы. Ты когда-либо вообще мог такое себе представить, что они не просто приезжают, а ты там где-то на стадионе смотришь, а ты выходишь и играешь против них, там твои кумиры, можно сказать, там Мбаппе, да, такие футболисты выходят и играют против тебя, когда ты... Какие у тебя были эмоции, когда ты вышел в этот день на поле из раздевалки, и ты видишь, что с одной раздевалки выходишь ты там с ребятами, а с другой раздевалки выходит Мбаппе, Куртуа. Что ты вообще чувствовал в этот помню, момент? в этот день был большой ажиотаж вообще. В Алмату, наверное, вообще все люди мира приехали. У меня была такая мысль, то, что я 100% сыграю с такими футболистами, но, честно, я никогда не задумывался, что я сыграю против них за Кайрат. Было очень волнительно. Волнительно именно было тогда, когда мы уже вышли на поле. Когда видишь сблизи таких футболистов, вот они прямо рядом с тобой, здороваются, получается рукопожатие. Как будто поначалу было в виртуальной игре. Я помню также момент с Реал Мадридом. Прямо на 20-й секунде я мог опять войти в историю, как уже второй молодой футболист. Но у меня опять все-таки не получилось, не реализовал свой момент. В целом просто получил удовольствие от этого матча и опыт. Посмотрел вообще, как эти футболисты играют, как они думают, что они делают на мяче, против мяча. Было очень интересно. Вернемся к чемпионату Казахстана. Это концовка, достаточно нервная, да? Где-то потеря очков, где-то Астана догоняет, и все решается в финальном туре. Опять же, полный стадион, все в ожидании. Нам достаточно даже ничьи для победы в чемпионате. Какие переживания были в команде. И, собственно говоря, ты забил гол во втором тайме. Снова Астана, так же, как и в первом туре, зеркально. Томасов, Сатпаев, такая параллель. Что ты чувствовал в этот момент, когда ты забил? И вообще, что ощущал? Как вспоминаешь тот день, тот Можно вечер? сказать, это был чемпионский, получается, матч. Битва за чемпионство. Но в тот день у меня особого волнения не было. Я был максимально уверен в команде. И в себе именно в тот день, потому что я понимал то, что мы сильнее этого соперника. Вышли в тот день, играли. Достаточно хорошо мы играли, да, мы пропустили, но все равно мы понимали то, что сейчас забьем, потому что все шло к голу. Мы атаковали, мы доминировали этого соперника. И вот в один из моментов во втором тайме мне удалось забить. Был очень рад, но я на тот момент думал,
если мы чемпионы, мы не должны заканчивать ничей, потому что чемпион так не заканчивает чемпионат. Хотелось очень сильно забить, но потом так получилось, что меня поменяли, и я думал, команда сможет забить. Я верил, поддерживал. Так получилось, что матч закончился 1-1, нам это хватило для чемпионства, все были рады. И, конечно же, я тоже был рад, потому что это был мой первый, получается, профессиональный сезон. И такой достаточно яркий, запоминающийся, и еще и чемпионство. Очень был сильно рад. Ну и два последующих матча в Лиге Чемпионов. Это Интер и это, конечно же, Копенгаген, да? Что вспоминаешь о матче в Милане? Как тебе поддержка болельщиков казахстанских в Милане? Насколько вы ее ощущали? Ну и в целом многие отмечают, что это один из самых таких крутых матчей Кайрата в Лиге Чемпионов по тому, как вы играли. И вторая игра сразу в Копенгагене. Твой долгожданный гол в общем этапе. Что тогда ощущал? Давай по порядку. Да, в Милане тоже была очень классная атмосфера, и вообще я очень благодарен всем болельщикам, которые приезжали на вот эти международные матчи, поддерживали нас. Это очень сильно ощущалось, мы всегда их слышали, чувствовали их поддержку. Конечно, не удалось их обрадовать, но все равно мы очень им благодарны за это. Атмосфера тоже была невероятна. Все-таки Сан-Сиро — это один из легендарных стадионов. Тоже мы достаточно хорошо играли с Интером, но опять-таки игру не удалось выиграть, но сыграли мы достаточно хорошо. 2-1 закончили. Атмосфера тоже была очень невероятная, незабываемая. Вот. А матч с Копенгагеном — это, наверное, тоже матч, который останется в моих воспоминаниях, получается, потому что я забил там свой первый гол в Лиге Чемпионов, и тем самым я все-таки стал в топе и стал третьим самым молодым автором гола Лиги Чемпионов. Был очень рад, но все равно я был расстроен из-за того, что мы не смогли добиться командной цели. Мы снова проиграли этот матч в Лиге Чемпионов. Но внутренне я был рад, что я смог все-таки войти в историю и забить свой гол. И я, получается, смог отобрать у вратаря, сделать прессинг и просто забил в пустый гол. И так зашел в историю. После всего того пути, который у тебя был в футбольном клубе Кайрат, если не ошибаюсь, около 10 лет, да, уже, Да. как ты в клубе, что для тебя значит Кайрат? Кайрат для меня значит, наверное, начало большого пути. Для меня, наверное, это место, где можно улучшать себя и как человек, и как футболист. Что хочешь сказать всем тренерам Академии, кого особенно хотел бы отметить? Выделять я никого не хочу, но хочу поблагодарить абсолютно всех тренеров, весь тренерский штаб, кто со мной работал, кто был рядом, за те знания, за тот опыт, который вы мне дали. Очень вам сильно благодарен за все разборы, за все поправки на матчах, на тренировках, то, что вы уделяли мне свое время. Я вам очень сильно за это благодарен. Буду стараться оправдать все ваши ожидания и буду доказывать максимально, чего я стою. Также отдельно хочу поблагодарить руководство клуба и отдельно Кайрата Светаевича за то, что создал все условия и всегда оказывал мне поддержку. Что хочешь сказать детям из Академии, которые смотрят на тебя сейчас как на кумира? И что ты вообще чувствуешь, когда видишь в Казахстане, сколько много у тебя фанатов, сколько детишек с футболками Сатпаев? Ведь такого в Казахстане, возможно, никогда и не было, чтобы настолько... Что ты хочешь им сказать, детям, которые хотят пойти по твоим стопам? Какой совет ты мог бы им дать? Вообще хочу сказать им, несмотря на их нынешние успехи, чтобы они никогда не останавливались на достигнутом и всегда работали, чтобы они максимально требовали от себя намного больше, чем они имеют на сегодняшний день, и чтобы они не играли именно тут, чтобы у них была цель больше, выше, чтобы они улетели тоже также за границу, в Европу, и они должны сами хотеть того, чтобы также их футболки с фамилиями были не только в Казахстане, но и за пределами вообще Казахстана. Что хочешь сказать болельщикам Кайрата? Хочу их
поблагодарить просто за... Конечно, это небольшой путь, но все-таки путь такой с яркими эмоциями, воспоминаниями. Также спасибо, что придумали, наверное, одну из самых запоминающих кричалок в честь меня. Очень сильно благодарен за вашу поддержку, то, что всегда приходите на матчи, поддерживаете нас, несмотря ни на что, то, что всегда с нами, даже в поражениях, в победы, всегда приходите и поддерживаете, кричите все 90, а то и 120 минут. Мы очень сильно вам благодарны, а я скажу от себя лично то, что сильно благодарен и буду скучать по вам. Ну и пару слов о завтрашнем матче. Насколько сейчас переживаешь, что вообще сейчас чувствуешь, осознавая, что завтра твоя последняя домашняя игра на центральном стадионе? Да, буду скучать, наверное, по этим ощущениям. Особо волнения нету, просто мне охота завтра выйти, получить удовольствие и максимально насладиться именно этой атмосферой, получается, домашнего центрального стадиона, помочь команде выиграть и вернуть, получается, наш кураж. Мгм. Ну и, наверное, какие у тебя ожидания от предстоящего пути в Челси? Что сам от себя требуешь, что чувствуешь? От себя я требую, конечно же, остаться там и самому себе открыть путь, и пацанам с Казахстана тоже, чтобы заглядывали не только в Европу и в другие, получается, страны, но и чтобы в Азию тоже смотрели эти люди и находили наших талантов. Пожалуй, заключительный вопрос. Представим, что ты обращаешься сам к себе через 10 лет, и через 10 лет ты пересматриваешь это видео. Что ты можешь сказать себе в будущем через 10 лет? Наверное, ты можешь еще больше, и не останавливайся на достигнутом. Ты должен от себя требовать всегда намного больше, чем ты имеешь сейчас, и всегда должен быть менталитет победителя.